Всем привет! Сегодня мы модифицировали клавиатуру HyperX Alloy FPS Pro. Ну и как это было, сейчас вы увидите. Вернемся на много часов назад, пока я еще ее не разобрал и не понимал масштабов трагедии. Какая у нас задача, собственно? Это клавиатура моего оператора. Я ему уже давно говорю о том, что ему ее надо менять. А то, что хотел оператор, меня немного в шок повергло. Но как бы да, он сейчас вам об этом сам расскажет. В общем, всем здравствуйте. Здесь меня на канале вы, возможно, видели, а возможно и не видели, если вы смотрели прошлые ролики, но я монтажер всего этого дела, который он снимает. Как он уже выразился, он решил эту клаву воскресить, хотя я не считаю, что она мертвая, она хорошая. Она мертва! Сказал ему, что нужно купить какие-нибудь кликающие свечи, проложить здесь, соответственно, шумку, потому что, извините, вот это... Ну, даже меня бесит. И что, приятного просмотра и в рот. Почему я не хотел ставить сюда кликающие переключатели? Как вы можете догадаться, это трей маунт с алюминиевым топ-кейсом. То есть, ну окей, тут топ-кейса нет как такового, это просто кусок алюминия по типу плейта. То есть все мы понимаем, что значит скелетон. И именно из-за этого оно будет, во-первых, орать и, возможно, будет пингать. Поэтому я припас свечпады, проклеим их везде, где только можно. Кликающие свечи смазывать не нужно. И да, кстати, это Kail Box White второй версии. Они 5-пиновые. Клавиатуру можно засунуть только 3 пин. Придется отламывать 140 пинов. Также, так как мой монтажер играет в OSU, придется оставить 4 свеча линейными. Точнее, не просто линейными, мы будем менять, естественно. Потому что оставлять красные черри, которым 5 лет, и которые были в активном виде, но это не лучшая идея, мы решили просто их поменять. Ладно, не буду сильно затягивать, переходим к чистке клавиатуры, потому что ее, видимо, не чистили со времен палеозоя. Я не знаю, как ее до такого состояния можно довести. В общем, приступим. А теперь этот вековой слой пыли, кошачьей шерсти и чего-то еще. Не хочу знать, что это. Придется почистить. Не знаю, не хочу знать, что это вообще. Так, тебе кисточку дать или не надо? Я думаю, щетку лучше. О, боже мой. Еще, если бы не моя аллергия на кошачью шерсть, было бы значительно проще. Ну и влажными салфетками мы берем сало, там, прочее, остатки жизнедеятельности, короче, да. Даже страшно заглядывать внутрь. Сколько там мышей повесилось. Кикапы, кстати, мы просто выбросим. Не надо. Нет, это нельзя оставлять так, это просто ужасно, типа, это надо выкинуть. Вообще, я бы саму клавиатуру выкинул, но раз уж надо ее оставить, значит, мы ее оставим. Окей, мы очистили всю эту ересь, теперь можно перейти к разборке, чему я несказанно рад, потому что мне просто интересно, что находится внутри клавиатуры, которая была выпущена давно. Я не знаю. Мы планируем полностью поменять стабилизаторы здесь, потому что смысла их переделывать нет, так как есть стабилизаторы с Алисой, которую я до этого собирал, можете посмотреть в видео, потому что я себе поставил дюрок стабы, и у меня все ништяк. Может, перестанешь щелкать на фоне? Если что, это сейчас гремят стабы. На верхней части все выкручено, с левой части все выкручено. Так почему ты не хочешь разобраться? Я не понимаю, что не так. Типа, она по краям где-то держится. Может, под этими ножками? Ну, посмотри, но мне кажется, что вряд ли. Да. Да? Пизда. Да. Ого. 2 минуты. Сейчас проблююсь. Ну а теперь под ритмы джаза мы переходим к пайке. Мы будем выпаивать только вот эту часть клавиатуры, так как эфками типа никто особо не пользуется, никто особо не пользуется стрелочками. Точнее, нет, это не пользуется мой оператор, он сказал лучше оставить линейки, потому что иначе это будет не очень удобно. Пока я паяю, мой оператор отламывает лишние пины. Ебать, ты будешь выпаиваться сегодня или нет? Чувствуется, на сейчас съемка попить.
Дорогой, так это ты что, Спартак любишь больше, чем меня? Да я и Зенит люблю больше, чем тебя. Да ну не знаю, что-то как-то она не идет. Я сейчас попробую еще. Не пойдет, забьем. Так я попробую. Давай. Алло. Привет, пап. Так, я нашел паяльник. Это паяльник явно мощнее. Я скажу, что да. Да. Фу, блядь. Ладно, это потому что с той стороны контакт надъебнул. Ну, короче, промежуточный диалог, блядь. Прошло сколько? 3 часа. Как видите, поедет не он. Это оказалось намного сложнее. Нам пришлось даже поменять паяльник, потому что здесь припой не настолько легкоплавкий припой, как в других клавах, с которыми мы работали. Плюсом тут нужно выпаивать диоды. Я, дай бог, сейчас сделал только половину за эти 3 часа. Все, мне сказать больше нечего, я продолжаю паять. Возможно, запаивать уже будет Егор, а не я. Сейчас у нас 0 часов 12 минут времени ночи. Я понемножку схожу с ума, потому что я вот потратил на пайку примерно часов 5-6. Выпаять все это было практически невозможно. Пришлось использовать варварские методы, благо вы этого не увидите. В общем-то, вот это вот у нас вот получилось. И сейчас мы будем ставить вот это дерьмецо. Мы делаем свитчпады, мы делаем шумку. И самая большая проблема, опять же, припаять все свечи обратно и еще вот эти маленькие диоды. Ладно, короче, собираемся. Все в тильте, я в тильте, но ладно, как бы дело довести до конца нужно, поэтому мы с вами продолжаем. Стоковые стабилизаторы мы решили заменить, я снял их со своей Алисы, это, соответственно, даблшот пом ТПУ. Вместо вот этих погремушек это будет значительно лучше, потому что это реально погремушки. И после этого мы будем наклеивать свитчпады. Ну что ж, свечи впаяны, осталось надеть кейкапы, стабилизаторы стоят, проклеены, сделан тейп-мод, проложена шумка из фоамиранов 2 мм, просто все, что влезло, мы в нее засунули. Осталось надеть кейкапы, кейкапы мы будем использовать из предыдущего ролика, это АК Ace PBTPC, короче, пудинг кепки. Вообще, я в первый раз использовал кликающие переключатели в сборке, и мне, честно говоря, это понравилось. Я немножко сейчас появлюсь в кадре, чтобы рассказать вам кое-что интересное. Сначала вы, конечно, услышите тайпинг, но не переключайтесь после тайпинга. Вы должны услышать эту информацию. Вот, блядь, не уходите. Сейчас у нас получается 3:34 ночи. Ну, вы уже можете видеть по нашим лицам довольным, что мы нихуя не довольны. Я уже забыл, какие свечи я брал. Это Kail Box White V2. Вот. Короче, вот эти вот свечи меня очень сильно порадовали. Ну, честно, мне очень нравится, как это все кликается и так далее. Прям вот 10 из 10 деньги я потратил не зря. Но учтем один момент. Как бы вам сказать, эта клава не работает. Короче, мы потратили благополучно 15 часов съемочного дня, чтобы получить кирпич, который будет стоить примерно 1007. Кирпич и как напоминание о том, что не все так просто, как кажется с первого взгляда. Чё, короче, спасибо за просмотр и хотя бы подпишитесь, потому что лично я остался без клавиатуры, а я должен монтировать
сука, этот ролик. Вот на этой должен был я хуй монтировать, а не на мембранке ебучей. До свидания.